Привет, друзья, это Владимир Милов. Спасибо, что подписались на мой YouTube канал. Обязательно сделайте это, если еще не подписывались. Здесь будет интересно, и это наша регулярная передача о России с таким грустным, но мотивирующим названием Why Russia Fails, или почему одни страны богатые, а Россия бедная, или почему Россия проигрывает в международной конкуренции, в борьбе за лучшее будущее для своих граждан. И вот мы в последних выпусках с вами говорили о будущем нашей страны, о том, что нам надо делать для того, чтобы Россия все-таки, как говорят, встала с колен, но на самом деле стала просто нормальной, современной, пригодной для жизни страной. И, конечно, важнейшая история, вот, возможно, больше всего наших зрителей просили поговорить об этом, мы готовили этот разговор, и вот он давно уже перезрел, это пресловутая федерализация нашей страны. Россия очень большая страна, по территории, по протяженности и по различиям в жизненном укладе и в особенностях экономики разных регионов, но вы знаете, что у нас все чрезмерно сконцентрировано в Москве. Все основные ресурсы в Москве, деньги идут все в Москву, люди едут в Москву, власть в Москве, весь транспорт идет через Москву. И я думаю, что многие из вас прекрасно понимают, что это ненормальная система, где Москва работает таким пылесосом, который высасывает все из остальной страны и не дает большей части регионов и территорий нормально развиваться, что мы не сможем навести порядок и сделать большую часть нашей территории нормальной, развитой, пригодной для жизни, если этот пылесос продолжит работать. И это на самом деле очень-очень болезненная тема, потому что я вот много езжу по российским регионам. Вот это вот Москва-хейтерство сильно распространено, то есть многие люди просто ненавидят Москву и москвичей за вот это вот показное богатство, за то, что Москва все больше забирает все, что только можно у регионов России, и вот эта вот пропасть, напряжение, часто ненависть между регионами и Москвой, они, к сожалению, растут, и экономические проблемы множатся. Вот на самом деле это не шутки, я попытался для вас оценить в цифрах, на что это все тянет. Ну, знаете, обычно там говорят, там типа доля в Москве в валовом внутреннем продукте или в численности населения, и все это где-то какие-то такие не страшные цифры в районе 10%. Но я вот подумал, реально, например, многие люди, скажем, которые переехали в Москву, живут здесь без прописки. То есть, скажем, в численности населения это не учитывается. Да? И ВВП у нас тоже распределяется по регионам достаточно своеобразно. Поэтому я вот подумал, а какие есть более объективные показатели, которые могли бы помочь оценить реальную роль столицы в экономической, например, жизни страны. И, скажем, первая история – это, например, сборы подоходного налога. Это показатель, который очень хорошо учитывается, потому что в этом смысле налоговая служба у нас работает четко. Вы знаете, как они выкручивают нам всем руки и все остальное, чтобы выбить из нас побольше налогов. Так вот, по тому, где сколько собирают НДФЛ, вы можете примерно судить, где больше рабочей силы и сильнее экономическая активность. И вот это на самом деле достаточно ужасающие цифры. Из этого видно, что вот вы сейчас можете увидеть график на картинке. Из этого видно, что почти четверть сборов подоходного налога, то есть налог на зарплаты, которые люди платят по месту работы, почти четверть этих сборов происходит в Москве. А если, например, посчитать с Московской областью, то это ближе к трети.
Если еще считать вместе с Петербургом, то 35%, то есть больше трети рабочей силы и фонда зарплаты в стране сосредоточены в столичных регионах. В Москве и Питере, в основном, конечно, в Москве. Это говорит о том, какая здесь реально переконцентрация экономики, трудовых ресурсов и так далее. Или следующий такой более объективный показатель – это доля Москвы в розничном торговом обороте. Потому что по тому, где и что люди сколько покупают, в принципе, видно, где сосредоточена вся основная покупательная способность. Здесь чуть поменьше цифры, но они тоже все равно огромные. Москва это никакие не 10, а все 16%. Вместе с Московской областью, то есть это расширенный московский регион, это почти четверть. Еще если добавить Питер, то это около 30%. Таким образом, мы действительно видим подтверждение слов о том, что есть какая-то совершенно ненормальная концентрация экономической активности в столице, и так нормальное федеративное государство работать не должно. Есть масса других метрик, которые показывают, насколько Москва сильно оторвалась в развитии от всей остальной России. Например, бюджет Москвы в этом году превышает оборонный бюджет всей страны. То есть у Минобороны, у нашего военного ведомства, у нашей армии меньше денег, чем в бюджете города Москва. Или следующая история, полез посмотреть в Росстат, медианные зарплаты по регионам. В среднем по России медианная зарплата это где-то 33 тысячи с чем-то рублей, в Москве 66. В 2 раза больше. И здесь я хочу сказать такую вещь, что, конечно же, мы видим, насколько этот пылесос препятствует развитию всей остальной России. Вы спрашиваете во многом, почему так получается, что у нас в регионах работы нет, экономических перспектив нет, зарплаты не растут, население все больше влезает в долги. Да, дорогие мои, во многом это происходит от того, что ресурсы у вас федеральная власть забирает, идут они сюда, в столицу. И, собственно говоря, это создает такую экономическую систему, когда люди перспектив не видят, а что они делают? Они берут ноги в руки, собирают чемоданы и уезжают в столицу. Потому что у себя в регионе ловить нечего. Это массовое явление, когда российская молодежь просто бросает свои регионы и переезжает сюда, в Москву, еще дальше способствуя разбуханию этой экономической аномалии, которая и так уже превысила все возможные пределы. То есть, когда Москва начинает играть ненормально высокую роль в финансово-экономической жизни страны, сюда продолжает приезжать еще больше людей, и этот эффект сверхконцентрации, он дополнительно усиливается. Это значит что? Это значит, что вся остальная страна, к сожалению, в такой ситуации будет беднеть. Пока перекормленная деньгами Москва по несколько раз в неделю перекладывает плитку разных фасонов, и устраивают себе парки за многие миллиарды рублей с березками, завезенными из Германии, реально регионам дыры в дорожном покрытии заделать нечем. Про ситуацию социальной сферы, в каком состоянии больницы, поликлиники, школы и детские сады я уже вообще молчу. Да? К сожалению, эта ситуация, эта экономическая система, которая выстроена у нас в стране, она способствует тому, что диспропорция будет только нарастать. И наша задача в прекрасной России будущего эту тенденцию развернуть на 180 градусов. Развернуть политику нашей страны лицом к регионам, чтобы страна развивалась равномерно, и эта ненормальная московская аномалия перестала набухать. Здесь я хотел сказать 2 слова о чем. В связи с этой колоссальной завышенной ролью Москвы в жизни нашей страны возникает такое явление, как Москва-хейтерство, ненависть к москвичам. Это мы все виноваты в том, что такая диспропорция сложилась в региональном развитии нашей страны. Я хочу здесь сказать какую важную вещь. Дорогие друзья, москвичи не виноваты в том, что так происходит. Если вы посмотрите внимательно, то вы увидите, что большая часть обычных москвичей ничего от этого не получает, потому что у нас гораздо более дорогая жизнь, у нас гораздо выше цены, у нас на самом деле выше неравенство, чем в среднем по России. И вообще,
Вы, наверное, думаете, что вот от этих всех огромных денег, которые сюда поступают, нам что-то достается? Да нет. Нас все быстрее выпихивают в гетто и делают вот для себя, для богатеньких, которые получают все большую долю от этого пирога, вот для этой чиновничьей мафии, близкой к ней олигархии, делают такой коммунизм за колючей проволокой. Отгораживая это все от нас, рядовых москвичей. У нас же по центру города не проедешь, не пройдешь, все перекрыто, все в шлагбаумах, все отдано под чиновников, крупные корпоративные структуры, рядовому москвичу туда нельзя. Вот сейчас вы, наверное, слышали по телевизору про такую программу реновации жилищного фонда в городе Москве, и многие начинают вот еще дополнительно ненавидеть москвичей, типа вот мы живем тут в регионах в ветхом жилье, а вас из хороших пятиэтажек переселяют там в новые дома. Друзья мои, это они не о нас заботятся. Они переселяют москвичей в очень плохого качества новые дома для того, чтобы расчистить себе сладкие куски земли, чтобы близкие к властям девелоперы могли строить там коммерческое жилье и на этом зарабатывать. А москвичей выкинуть куда-то в гетто, замкат или дать им какие-то квартиры в плохом доме, где нет вентиляции и все протекает. Вот я сейчас разбираюсь с этими случаями прям ежедневно, каждый день. Или вот история, например, вы знаете о бушующем по всей России мусорном кризисе. Власти не могут справиться с проблемой вывоза твердых бытовых отходов. И во многих регионах, куда пытаются экспортировать московский мусор, проходят протесты вот с такими лозунгами типа «Москвичи, учитесь убирать за собой». То есть власти еще мало того, что они нам всем гадят и вывозят несортированный московский мусор по другим регионам, они еще ссорят москвичей с жителями других регионов и стимулируют вот эту взаимную ненависть. Вот такие плакаты вы могли видеть на многих демонстрациях. Но если вы спросите мнение реальных москвичей, все соцопросы вам покажут, что москвичи готовы и хотят раздельно сортировать мусор и сдавать его на переработку, чтобы не надо было его везти в Архангельскую область, в Ярославскую область или куда-то еще для того, чтобы там захоранивать. Мы хотим и готовы это сделать, но нам мешают власти и связанные с ними мусорные монополии, которые контролируют там детки Чайки, Грефа и прочих чиновников. И для них просто выгодно вывозить мусор куда-то в чистое поле или в Архангельскую область и там выбрасывать. Они на этом зарабатывают сверхприбыль. Получают за вывоз мусора по повышенному тарифу, а при этом просто ничего не делают, кроме как вывозят его и там выбрасывают на свалку. Да. Переработка требует инвестиций. Это сложное дело, нужно создавать новые предприятия, брать на себя риск, возюкаться с раздельным сбором мусора. Они это делать не хотят. Они хотят зарабатывать все эти близкие к властям мафиозные структуры, они хотят зарабатывать сверхприбыль на старой схеме. Повысил тариф, вывоз мусор, выбросил в чистое поле и забрал себе прибыль. Да. Вот здесь вы должны понимать, что проблема не в москвичах, которые хотят все это решить. Нам не нравится все это дело. Мы, кстати, страдаем от тех же подмосковных полигонов, потому что это все попадает в наш же воздух и в нашу воду, которой мы дышим, которой мы пьем. Поэтому москвичи хотели бы решения проблемы введения раздельного сбора мусора, но это саботирует властная мафия. И, конечно же, для нас вот эта сверхконцентрация финансовых ресурсов в Москве, она приводит к более высоким ценам, к большему неравенству. Что появляется вот эта вот категория сверхбогатых, которые пытаются расчистить наш город под себя, а нас всех отодвинуть и за колючей проволокой там наслаждаться уже построенным коммунизмом. Поэтому вы должны понимать, что москвичи не виноваты в такой системе. Мы, кстати говоря, активно против. И вот вы, наверное, видели на прошлогодних выборах в Московскую городскую думу, активно поддерживали оппозиционных кандидатов и голосовали против депутатов от партии власти. Потому что людям тоже надоела эта система издевательств над городом со стороны сверхбогатых, которые не заработали свои богатства, а украли благодаря тому, что они присосались к власти. Вот вы должны помнить, что это наш общий враг. И мне кажется, что вот эта вот ненависть к москвичам, которую часто реально можно встретить в регионах, это просто от непонимания ситуации, от непонимания того, кто на самом деле виноват вот в такой диспропорции развития нашей страны, где, к сожалению, все ресурсы всасывает в себя Москва.
Давайте несколько слов поговорим, а что в принципе нужно сделать для того, чтобы Россия развивалась более равномерно. Ну и здесь вопрос-то реально очень простой. Надо посмотреть, что происходило в последние 20 лет, почему эта диспропорция усилилась. Просто вот не усложняя, сделать реально все наоборот. Потому что произошло при правлении Владимира Путина за вот эти 2 десятилетия? Прежде всего, Путин, конечно, начал с того, что он дико централизовал полномочия в принятии решений и распределении финансовых ресурсов. Вот, например, ну вы знаете, да, что после трагического теракта в Беслане через 13 дней Путин выступил и сказал, что вот для того, чтобы такого больше не происходило, чтобы террористы не захватывали детей в школах, надо сделать что? Надо отменить прямые выборы губернаторов регионов. Да? Ну, как бы все подумали, как это связано между собой. А связано это было вот как. Дело в том, что за 10 дней до того, как террористы захватили школу в Беслане, тот же самый Владимир Путин подписал поправки в бюджетный кодекс России о дикой ненормальной централизации всех налоговых поступлений в руках федерального правительства. Вот между этими событиями этот закон он подписал 20 августа, озвучил свои идеи об отмене выборов губернаторов в середине сентября. Между этими событиями случился теракт в Беслане, который стал поводом. Я уж конспирологам предоставлю делать из этого выводы. Но вы должны понимать, что вот эта идея отнять у людей в регионах право избирать свою региональную власть, она напрямую была связана с только что произведенной финансовой централизацией. У регионов отобрали все деньги. Губернаторы теперь просто превратились в нищих просителей, которые приходят в здание Минфина на Ильинке выбить какую-то, значит, субсидию, там, дотацию или льготу, потому что собственных доходов у них нет. Как это выглядит в деньгах? Да очень просто. Вот загляните на сайте федерального казначейства rosказна.ру в консолидированный бюджет страны. Вот я, например, только что скачал цифры консолидированного бюджета за прошлый 2019 год. Знаете, там сколько составляют собственные доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации? Меньше 35% от общего консолидированного бюджета страны. 34,7, если быть точным. В 2000 году, когда Путин только пришел к власти, распределение доходов между федерацией и субъектами в консолидированном бюджете было 50 на 50. Сейчас это практически 2/3 на треть в пользу федерального центра. И, кстати, я хочу сказать, что когда вот вы ругаете Москву за то, что она купается в деньгах, так это все федеральные деньги. Это не наши деньги. Реально москвичам они не достаются. Они достаются узкой касте федеральных чиновников и близкой к ним мафии, которые в основном настроены обогащать себя и обращать эти огромные финансовые ресурсы на то, чтобы продолжать дальше удерживать власть. Мы, москвичи, от вот этой огромной концентрации ресурсов в столице, в общем, ничего особо не получаем. И главный вывод здесь простой. Нужно отдать налоги, а вместе с ними и полномочия, непосредственно в регионы и в муниципалитеты. Распределение налогов, налоговых поступлений между федеральным центром и регионами должно быть строго 50 на 50. Никаких перекосов. Вот, например, сейчас НДС, это крупнейший бюджетообразующий налог в стране, он 100% федеральный. А почему? Какого черта? Вот, например, в Германии, которая тоже является федеративной страной, распределение НДС происходит примерно 50 на 50, там, плюс-минус, в зависимости от года, между федеральным правительством и землями, которые образуют ФРГ. Почему нельзя сделать так в России? Давно пора сделать НДС налогом, который разделяется по принципу 50 на 50. Вторая история, например, природоресурсные налоги. Все они идут 100% в федеральный бюджет. То есть вот у вас кто-то добывает, допустим, нефть, загаживает окружающую среду. И ваш регион ничего за это не получает. Все налоги на добычу и экспортные пошлины идут в федеральный бюджет. А вы шиш имеете от этого всего, да? Причем это касается не только там 2-3 нескольких богатых там нефтью и газом регионов. Вы знаете, например, что сейчас нефть добывают примерно в 30 субъектах Российской Федерации. А потенциал добычи нефти, то есть запасы, которые пока не разрабатываются, есть порядка в 50 субъектах Федерации. И это будет дальше развиваться.
Но регионы от своей нефти, это не какие-то 2-3 региона. 50 регионов, это, в общем, 2/3 регионов страны. Да? Так вот, регионы от добычи природных ресурсов по сегодняшней налоговой системе ничего не получают. Это несправедливо. Половину дохода нужно региону отдать. И там можно много о чем говорить, что, например, сборы акцизов, алкогольных, табачных слишком централизованы в федеральном бюджете. У Алексея Навального в президентской программе был подробный разговор о том, как децентрализовать налоги, чтобы справедливую долю отдать регионам. Но это надо немедленно делать. И делать это, что очень важно, вместе с полномочиями. То есть регионы очень многие вещи должны решать сами у себя, а не дядя в Москве. Ну, например, смешнейшая история, да, ну какая она смешная, она грустная на самом деле, трагическая история. Но выглядит это все, конечно, по-идиотски. Вы знаете, наверное, даже там, если вы смотрели какие-то прямые линии Владимира Путина, там постоянно, например, всплывает вопрос строительства моста через Лену в Якутии. И, собственно, это уже много лет висит в воздухе. У нас было 20 лет путинского правления, вот этот весь огромный приток триллионов долларов нефтегазовых доходов. Но мы, на федеральном уровне решаем вопрос строительства моста в Якутии. Причем Якутия — это богатый природными ресурсами регион, который при нормальном распределении налогов мог бы сам себе мост построить и никакого дядю в Москве не спрашивать. Вот вам один пример. Таких примеров на самом деле очень много, когда у регионов не осталось не только собственных доходов, но и реальных полномочий. И, конечно, и налоги, и полномочия в регионы надо передавать. Другая история – это наша транспортная система. Это не секрет, что у нас очень многое летает и ездит через Москву. Если вы посмотрите хоть на схему аэротрафика, хоть на схему там автомобильных и железных дорог, ну просто это адски как-то централизовано все, никакого сообщения нормального между регионами нет. Я здесь даже в нашей передаче рассказывал историю, как, скажем, люди из одного сибирского города летают в другой сибирский город через Москву, потому что прямых рейсов нет. Почему? Потому что все монополизировано, нет условий для развития небольшой региональной авиации, все чиновники держатся за аэропорты и свои компании прикормленные, которые, видимо, делятся с ними кэшем, и не пускают на рынок конкурентов. Хотя, казалось бы, развивать в России небольшую региональную авиацию, ну это же благое и очень дешевое дело. Да? На этот рынок может зайти любой инвестор. Вы просто допустите его, разблокируйте аэропорты, введите режим открытого неба. И, собственно говоря, вот вам и прямой путь к тому, чтобы вот эта вся транспортная централизация перестала мешать равномерному развитию страны, чтобы рабочая сила, инвесторы могли спокойно добраться до разных мест. Не обязательно, чтобы была необходимость держать все офисы в Москве, персонал в Москве, и летать и все делать только через Москву. Вот, скажем, если вы посмотрите на государственную программу модернизации транспортной системы России, то вы увидите, что подавляющая доля расходов на модернизацию аэропортового хозяйства, там, например, приходится, на московский авиаузел. Ну, ребят, ну какого черта? Здесь есть уже куча современных, достаточно международных аэропортов. Через них идет большой пассажиропоток, они в состоянии на коммерческих условиях сами взять кредит и на абсолютно рыночных инвестиционных условиях себя модернизировать. Ну, давайте мы просто госденьги вбухивать не дальше в московский авиаузел, а в развитие региональных аэропортов. Просто посмотрите, например, как в других крупных федеративных странах, там в той же, я не знаю, Канаде или Америке, как это устроено. И как там выглядят региональные аэропорты, которые совсем не похожи на вот эти наши убогие аэровокзалы, оставшиеся с советского времени во многих городах. Вот вам прямой путь к разблокированию развития регионов. Это переход к равномерному развитию транспортной системы. Следующий момент – это, конечно же, экономическая самостоятельность регионов. В том числе, давайте не побоюсь этого слова, и в налоговой бюджетной политике, и на международной арене. То есть регионы надо стимулировать к тому, чтобы они заманивали к себе инвесторов. Просто кричали, типа, ребят, мы создадим вам лучшие условия. Вот вы говорите, как у нас обеспечить там независимые суды, гарантии прав собственности, защиту инвестиций. Так надо регионам сказать, ребят, хотите повысить свой уровень жизни, обеспечьте инвесторам такие условия,
чтобы они шли сюда. Да? У нас возможностей для этого просто море, потому что у нас есть там, скажем, масса городов и регионов, которые довольно потенциально транспортно доступны, куда многие бизнесы или фрилансеры могли бы переезжать, потому что там просто дешевле, но при этом без потери качества жизни и, скажем, там, недалеко от той же столицы. Да. Вот я не знаю, там, я все время привожу пример, там, мой любимый город Пенза, который замечательно расположен. Там час лета от Москвы, или даже меньше, да. У него там рядом Самара, Волга, там, Казань, да, то есть все это вот прям близко. Да. Он, в принципе, транспортно доступен. Но туда не попадешь, билеты дороже стоят летать, чем в Самару. При этом, например, такая ключевая тенденция, скажем, в развитии регионов в странах Запада, ну вот там простой пример, там, приезжаешь в штат Орегон, в Соединенных Штатах Америки, это штат, который севернее Калифорнии, или дальше штат Вашингтон в город Сиэтл, и что ты там видишь? Ты видишь, что там просто происходит бум, потому что люди переезжают из Калифорнии, переводят все бизнесы из Калифорнии, потому что в Калифорнии стало дорого, и они ищут, где близко, куда можно быстро прилететь, но где дешевле. Вот вам ключик к стратегии пространственного развития регионов. Заманивайте инвесторов, говорите, у нас цены ниже, при этом качество жизни нормальное, транспортная доступность хорошая, вы не потеряете. Давайте им льготы по налогу на прибыль. Обеспечивайте им нормальные справедливые суды, защиту прав собственности, и поверьте, инвестиции потянутся, потому что мест, где дешево, но при этом квалифицированная рабочая сила и где нормальная транспортная доступность и инфраструктура, таких мест в мире не очень много. Поверьте, Россия в этом смысле вызывает большой интерес. Инвесторы будут. Главное предоставить им хорошие условия и дать регионам здесь право играть первую скрипку. Региональная экономическая политика должна быть построена на самостоятельности и на то, что регионы будут соревноваться в затаскивании инвесторов к себе. Ну и, конечно, важнейший момент здесь – это внешняя экономическая самостоятельность. Регионы должны учиться торговать с миром и производить у себя продукцию, которая в мире будет востребована. Ну, кстати, вот, например, вы можете уже сейчас увидеть на примере многих российских довольно развитых регионов, как это работает. Вот посмотрите, например, Свердловская область. Один из самых богатых и развитых регионов России. Понятно, что там многие люди, в общем, живут не очень здорово, но тем не менее, если сравнить с остальной Россией, это вполне развитый регион. Знаете, какой до недавнего времени, буквально до прошлого года, у Свердловской области был главный торговый партнер? Соединенные Штаты Америки. Только в прошлом году их чуть-чуть обогнал Китай. Но вот видите, область самостоятельно торгует, является одним из крупнейших экспортеров в Российской Федерации. И люди там получше живут. То есть надо выходить на внешние рынки, развивать у себя производство продукции, которая будет востребована в мире. Другой пример, например, Татарстан. Тоже один из регионов, где, несмотря на все трудности, люди живут получше, чем в остальной России. Ну, посмотрите, какой у него замечательная тройка крупнейших торговых партнеров. Польша, Нидерланды, Германия. Торговать с развитым миром, экспортировать свою продукцию в развитые страны и много за это получать, это хорошо, это выгодно. Вот регионам здесь очень важно предоставить вот эту внешнеэкономическую самостоятельность, а не так, чтобы сидел дядя в Москве, который решал, куда мы что экспортируем. Не надо это регулировать. Наши регионы должны получить выход на внешний рынок, возможность напрямую привлекать иностранных инвесторов, опять же, без согласования с каким-то дядей в Москве. Дядя в Москве пусть занимается армией, обороноспособностью, безопасностью страны, развитием единой транспортной инфраструктуры, чтобы все не через Москву летало, а Россия действительно была бы соединена сетью развитых транспортных коммуникаций, которые давали возможность регионам развиваться и дышать. Да? Вот этим пусть дядя в Москве строит нормальную систему образования, нормальную систему здравоохранения по всей стране. Вот пусть дядя в Москве занимается этим, а поиском инвесторов, созданием для них благоприятных условий, внешней торговлей и выходом на экспортные рынки пусть занимаются регионы. Нравится вам такое разделение труда? Мне да. На примере богатых регионов России, мне кажется, вот здесь и ключик. Давайте посмотрим, вот, кто из наших регионов живет получше и что этому способствует. Этому способствует активный выход на экспортные рынки, привлечение иностранных инвесторов, и это, дорогие мои, работает.
Давайте этот хороший опыт, как говорят в бизнесе, лучшие практики, как можно шире распространим по нашим регионам и дадим им самостоятельность в ведении экономической политики, в привлечении инвесторов, в выходе на внешние рынки. И последняя вещь, конечно, о которой меня очень много спрашивают в этой связи, это перенос столицы из Москвы. Такая давно наболевшая, перезревшая тема. Ну, смотрите, я всегда осторожно об этом говорю, потому что когда политики выходят с идеей, там давайте перенесем столицу, это становится такой объектом легкой атаки, что типа, видите, он предлагает что-то совсем дорогое, что кардинально изменит нашу жизнь. На многих москвичей начинают давить, разные политики же пробовали делать эти заходы, начинают давить на мозг, типа, вот вы сейчас в столице живете, а вот этот придурок там предлагает куда-то что-то перенести, и, соответственно, значит, вот вы лишитесь столичного статуса, там многие москвичи, выйдя из анабиоза, значит, такие, как так, куда так, у нас заберут столичный статус, там нехорошо. Многие, кстати, москвичи, я думаю, были бы рады. Если бы вся эта чиновничья братья, значит, взяла куда-то, исчезла, что называется, overnight, да, мы проснулись утром, и все, их здесь нет, мы были бы только счастливы, потому что они реально полгорода отгородили под себя, и нас туда не пускают. Но, тем не менее, это сложная тема, дорогостоящая тема, к ней нельзя подходить так с наскоку, но в целом, я так могу осторожненько вам сказать. Я, в принципе, конечно же, с симпатией отношусь к идее вообще перенести из Москвы столицу. И, кстати, это не является каким-то экзотическим делом. Это вообще-то нормальная практика в мировой истории. И в целом очень многие государства, которые там заново создавались или переучреждались, очень часто делали себе новую столицу. Например, в Штатах специально построили после того, как они получили независимость от Британии, построили специально новую столицу Вашингтон. И, это, собственно, он был равно удален от всех штатов, и сейчас это крупнейший экономический и культурный центр США. Канада создала себе новую столицу в виде Оттавы, Австралия создала себе новую столицу в виде Канберры, Бразилия построила одноименную столицу, которая тоже была, в общем, создана и спроектирована заново. Таких примеров на самом деле много, когда после Второй мировой войны Западная Германия поднималась из руин, она тоже у себя разместила столицу в Бонне, небольшом, в общем-то, тихом городке. И, понятное дело, что после объединения они все-таки переехали обратно в Берлин, но, тем не менее, несколько десятилетий, по сути, Западная Германия, которая очень сильно преуспела в развитии, возможно, провела самые успешные реформы в мировой истории после окончания Второй мировой войны, она это делала из новой столицы. Да, и там, я не знаю, таких примеров много. Наши соседи из Казахстана, например, одна из крупнейших стран на постсоветском пространстве, провела такой перенос столицы у себя, там никто не умер, никаких землетрясений, тектонических сдвигов не произошло. Много других примеров, буквально, скажем, свежие. Сейчас Индонезия, это одна из крупнейших экономик мира, которая входит в большую двадцатку, она обсуждает перенос столицы из Джакарты, которая перенаселена, там слишком сконцентрированы ресурсы, перераспределяемые из других регионов, такая же проблема, как в Москве. Я бывал в Джакарте, могу сказать, действительно ужас. Они хотят сейчас построить новую столицу в каком-то удаленном регионе, чтобы стимулировать его развитие. Там, я не знаю, Южная Африка. Традиционно там вообще разделены столичные функции между Преторией, где расположена исполнительная власть, в Кейптауне расположен парламент, и в Блумфонтейне власть судебная. Или, когда рухнула Османская империя, известный вам Кемаль Ататюрк, он продавил решение о образовании новой столицы, которая расположилась уже не в имперском Стамбуле, а в Анкаре. Там до сих пор расположена столица светской республиканской Турции. Поэтому, знаете, это перенос столицы, это не какая-то экзотическая тема для больших стран. Это вообще, если так посмотреть, это норма. И этим достигается масса всяких разных полезных результатов. Во-первых, более равномерное распределение и концентрация экономических, трудовых ресурсов и капитала по стране. Во-вторых, дается стимул развития новым регионам.
И, возможно, даже не одним, потому что, как я говорил, вот есть страны, которые рассредотачивают те или иные властные полномочия и так далее. Поэтому, в принципе, я считаю дискуссию на тему переноса столицы хорошей идеей, хотя, наверное, ее неправильно вести вот прямо сейчас. Но, конечно, как только Россия вернется к свободе и демократии, в прекрасной России будущего это один из первых пунктов, которые надо начинать обсуждать. И вот главное, вот я совершенно точно могу сказать уже сейчас, что я являюсь совершенно точно сторонником массированного переселения федеральных чиновников отсюда из Москвы вот куда-то ближе к земле. Вот что здесь занимает Минобороны, которая целые там несколько кварталов оккупирует в начале Нового Арбата, да? Пусть едет себе там в Нижегородскую область, где у нее гнездо, где у нее база, где там полчаса долететь до Москвы на совещание на вертолете, ничего такого страшного. Вот пусть едут там, условно говоря, непосредственно работают на местности. Или Минприроды. Что Минприроды делает на Краснопресненской, занимая там несколько кварталов и отнимая место у московского зоопарка, которому не хватает площадей? Пусть Минприроды едет на природу. Я вообще, кстати, не уверен, что нам нужно такое централизованное ведомство. Возможно, там буквально несколько компактных регуляторных агентств там, по недрам, по земле и так далее. Но, тем не менее, вот просто пара примеров вам. Поэтому то, что 100% надо делать, это выселять федеральных чиновников из Москвы, сокращать их количество, передислоцировать многие ведомства в регионы, где они работали бы, вот, собственно, непосредственно с субъектами своего регулирования и контроля. Да? И, конечно, вот, передавать ресурсы и полномочия в регионы вместе с этим всем, это может очень сильно уменьшить вот этот фактор искусственно раздутой надувной лягушки, из которой сегодня сделали Москву. Как я уже говорил, от этого во многом страдают москвичи. Мы обязательно продолжим с вами этот разговор о том, что нужно сделать, чтобы превратить Россию в полноценную федеральную страну, вместо сегодняшней, ну давайте говорить откровенно, такой колонии Москвы, которая высасывает из остальной России все ресурсы. Россия – это не Москва. Нам нужно развивать всю страну, все ее территории, прекрасные регионы, которые сегодня лежат в руинах без денег и без перспектив развития из-за вот этой чрезмерно централизованной монопольной системы управления экономики, которую построил Путин. Мы это все изменим, развернем Россию лицом к регионам, дадим им ключик к успешному экономическому развитию. В прекрасной России будущего регионы, а не Москва, будут играть ключевую роль. Это была программа Why Russia Fails. Почему одни страны богатые, а Россия бедная. Подписывайтесь на мой YouTube канал. С вами был Владимир Милов, и вы можете слушать наши подкасты. Обязательно донатьте нам на продакшн. Не бесплатно делать все эти передачи, которые вы любите и смотрите. Распространяйте эти видео и делайте так, чтобы их смотрело как можно больше людей. И мы обязательно продолжим разговор о том, как нам обустроить прекрасную Россию будущего из тех руин и тупика, в которую Россию завел Путин.